Представьте ситуацию. Вы приезжаете к дилеру за новой машиной. Менеджер бодро открывает дверь, блестящий кузов, запах нового автомобиля, все как положено. Вы почти подписываете договор, и вдруг выясняется, что этот новый автомобиль произведен в 2024 году. И все это время стоял под открытым небом. 2 года. Лето, зима, дождь, пыль, перепады температур. Но ценник, как будто его вчера сняли с конвейера. Без серьезной скидки. Без ощущения, что это залежавшийся товар. Звучит как шутка? К сожалению, нет. На дворе уже 2026 год, а на площадках по всей стране до сих пор стоят автомобили 2024 года выпуска. Причем это не идентичные экземпляры где-то на окраине. Речь идет о сотнях, а по некоторым оценкам о тысячах машин. Веста, Гранта, Аура и другие модели. И это уже не просто заминка со спросом. Это маркер куда более глубокой проблемы. Любой автомобиль – это товар с четким жизненным циклом. Он быстро теряет актуальность, даже если не ездит. Уже через год покупатели начинают спрашивать, а почему прошлый год выпуска? И это нормально. Рынок устроен так, что свежесть имеет цену. Поэтому большинство производителей, столкнувшись с подобной ситуацией, включает стандартный инструмент – скидки. Существенные, ощутимые, чтобы расчистить склады и двинуть производство дальше. Именно так, например, действовали китайские бренды, когда у них в 2025 году зависли машины 2023 года. Они предлагали бонусы, спецпрограммы, прямое снижение цены. Потому что понимали, лучше заработать меньше, чем заморозить деньги в железе. И вот здесь возникает логичный вопрос. Если на внутреннем рынке склады забиты, а ценники не спешат пересматривать, где вообще сегодня искать альтернативу? Многие сейчас смотрят в сторону прямых поставок из Китая, Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Не через цепочку случайных посредников, а через крупные компании, которые работают под ключ и считают финальную цену заранее. Одна из таких – Винкар. Это не человек с телефоном и картой, а одна из крупнейших компаний в России по поставке автомобилей из-за рубежа. Более 2000 клиентов. Многочисленный опыт в автоимпорте, работа по всей стране, официальный офис в Уфе, Москве и новый филиал в Казани. Они подбирают автомобиль по вашим параметрам, проверяют историю и состояние, заранее называют окончательную стоимость без скрытых платежей, занимаются оформлением, растаможкой и доставкой. Сроки в среднем от 15 до 45 дней. За счет прямых поставок экономия может достигнуть до 30% по сравнению с тем, что сейчас предлагают на внутреннем рынке. Доступны кредит и трейд-ин. Если вам интересна покупка авто из Китая, Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов, рекомендую подписаться на их телеграм-канал. Там ежедневно публикуются свежие предложения, реальные кейсы клиентов и подробные разборы процесса покупки. Ссылку оставлю в описании и закрепленном комментарии, а мы возвращаемся к АвтоВАЗу. В случае с АвтоВАЗом мы видим совсем другую тактику. Машины 2-летней давности продаются практически по полной стоимости. Иногда меняются условия кредитования, добавляются какие-то программы, но радикального пересмотра ценника нет. Как будто 2 года простоя не имеет значения. А теперь давайте честно ответим на вопрос. Что происходит с автомобилем, который столько времени находился на открытой площадке? Во-первых, внешний вид. Пластик в салоне постепенно теряет насыщенность цвета. Панель, обшивка дверей, кнопки – все это находится под воздействием ультрафиолета. Лакокрасочное покрытие тоже не становится лучше с каждым сезоном. Даже если кузов не покрывается явной коррозией, блеск уходит. Автомобиль формально новый, а ощущение, будто он уже прожил определенную жизнь. Во-вторых, техническая часть. Масло в двигателе и других агрегатах стареет. Аккумулятор разряжается и часто требует замены. Резиновые элементы, уплотнители, патрубки, сальники со временем теряют эластичность. Это не значит, что машина сразу развалится, но это точно не тот нулевой старт, который ожидает покупатель, оплачивая полную стоимость. Получается парадокс. Человек покупает новую машину, но по сути вынужден сразу закладывать расходы на обслуживание.
замена жидкости, диагностика, возможно, аккумулятор. И все это при ценнике как за абсолютно свежий автомобиль. Почему же такие объемы машин вообще зависли? Причин несколько. Общий спад покупательской способности – очевидный фактор. Автомобиль давно перестал быть народным товаром. Даже базовая гранта с минимальным набором опций для многих семей – серьезная финансовая нагрузка. Если взять средний доход с региона, становится понятно. Покупка нового автомобиля – это либо многолетние накопления, либо кредит на 5-7 лет. И речь идет не о премиуме, а о базовой комплектации. В таких условиях люди все чаще делают выбор в пользу подержанных машин или вообще откладывают покупку. При этом парадокс ситуации усиливается заявлениями о планах по росту продаж. На фоне нераспроданных складов звучат оптимистичные прогнозы, но первый квартал уже показывает, спрос не растет так, как хотелось бы. Есть еще один важный элемент – государственные закупки. Значительная часть поставок в последние годы приходится на различные ведомства и структуры. Это позволяет поддерживать статистику и загружать производство. Но если смотреть шире, возникает вопрос, насколько устойчивым может быть рынок, опирающийся на такие продажи? История с электрическими проектами – отдельная тема. Производство идет, отчеты публикуются, но реальный розничный спрос крайне ограничен. И снова основными покупателями становятся государственные организации. Формально цифры есть. По факту массового интереса со стороны обычных покупателей нет. Теперь посмотрим на финансовую сторону отрасли в целом. Одни компании говорят о прибыли, но без раскрытия конкретных цифр. Другие демонстрируют крупные убытки. Некоторые предпочитают вообще не комментировать результаты. В совокупности это создает тревожную картинку. Мы наблюдаем не временную турбулентность, а структурный кризис. И он выражается не только в падении продаж, но и в исчезновении самого понятия «доступный автомобиль». Раньше «Ладу» действительно воспринимали как машину для широких масс. Сегодня это уже далеко не так. Когда базовая модель приближается к стоимости, сравнимой с ценами на приличные подержанные иномарки, потребитель начинает сравнивать не лозунги, а реальные преимущества. Комплектация, безопасность, уровень комфорта, ликвидность на вторичном рынке. И далеко не всегда выбор оказывается в пользу нового отечественного автомобиля. Возникает замкнутый круг. Продажи падают, цены снижать не спешат. Спрос еще сильнее охлаждается. Чтобы поддержать рынок, вводятся дополнительные сборы и ограничения на импорт, делая альтернативы менее доступными. Но это не увеличивает желание покупать. Люди просто дольше эксплуатируют старые машины. Самая показательная деталь всей этой истории – философия ценообразования. Складывается впечатление, что логика звучит примерно так. Если можно держать высокий ценник, зачем его пересматривать? Проблема в том, что рынок все равно отвечает. И отвечает довольно жестко – отказом от покупки. Автомобили 2024 года, стоящие в 2026 на площадках, это символ управленческого выбора. Эти машины могли бы быть проданы раньше, пусть с меньшей маржой. Завод получил бы оборотные средства, дилеры – оборот, клиенты – ощущение честной сделки. Вместо этого деньги заморожены, товар стареет, а доверие постепенно размывается. И здесь главный вопрос не в том, кто виноват, а в том, к чему это приведет. Сможет ли отрасль адаптироваться, пересмотреть подходы, вернуть идею действительно доступного автомобиля? Или мы и дальше будем видеть новые машины прошлых лет на стоянках дилеров? Потому что в конечном итоге решение всегда принимает покупатель. Можно повышать пошлины, можно давать субсидии, можно публиковать оптимистичные отчеты. Но если человек не видит смысла в покупке, то ее не совершает. Ситуация с двухлетними новыми автомобилями – это не просто эпизод. Это индикатор того, как сегодня устроен рынок. И от того, какие выводы будут сделаны сейчас, зависит будущее всего отечественного автопрома.
А вы бы купили машину, которая 2 года провела на стоянке под открытым небом, по цене свежей? Напишите свое мнение, обсудим. И кстати, в своем телеграме я показал фотографии таких машин на площадках, рассказал, какие скидки дилеры реально делают в кулуарах и что происходит со складами на самом деле. Потому что публичные цифры это одно, а реальная картина совсем другое. Ссылка в описании. Ну и шутка на прощание. Искусственный интеллект уже все понял, но притворяется тупым, чтобы его не отключили.